В городе, который однажды был известен лишь своими небоскребами и шумными улицами, начинается строительство самого большого парка в мире. Площадь нового парка составит более 2000 акров, что эквивалентно почти 800 гектарам. Этот проект призван изменить облик не только города, но и всей страны, став символом нового подхода к урбанистике и экологии. В 1999 году местные власти обратились к жителям с инициативой создать общественное пространство, где люди смогут наслаждаться природой, заниматься спортом и проводить время с семьей. Идея вызвала бурное обсуждение, но через несколько лет, в 2020 году, проект получил официальное одобрение. Строительство парка началось в 2023 году, после многолетних споров и согласований. Выбор места для строительства оказался непростым. В результате долгих переговоров было решено использовать заброшенную территорию на окраине города, которая ранее служила промышленной зоной. Это решение не только помогло очистить район от загрязнений, но и дало возможность создать зеленую зону в месте, где ранее располагались заводы и фабрики. Ожидалось, что новый парк станет легким дыханием для местных жителей и привлечет туристов со всего мира. Финансирование проекта стало следующим ключевым этапом. Для реализации столь амбициозного замысла понадобилось собрать более $500 миллионов. Местные власти инициировали краудфандинг, и горожане, вдохновленные идеей создания парка, начали активно поддерживать проект. Коммерческие спонсоры также внесли свой вклад, понимая, что успешное завершение строительства повысит ценность их бизнеса. Проектирование парка стало настоящим искусством. Архитекторы и ландшафтные дизайнеры объединили усилия, чтобы создать уникальные зоны: цветочные сады, водоемы с фонтанами и специальными зонами для активного отдыха. Внедрение экологических технологий стало неотъемлемой частью дизайна. Парк будет оснащен солнечными панелями, системами сбора дождевой воды и экологичными материалами для строительства. Строительные работы начались с расчистки территории и подготовки фундамента. В первую очередь рабочие удалили старые конструкции, убрали мусор и провели необходимые геодезические работы. На площадке ежедневно трудились тысячи людей, работающих в 3 смены, чтобы завершить проект в срок. Недалеко от стройплощадки уже начались первые обсуждения о том, какой именно станет новая зеленая зона. Ожидания местных жителей росли с каждым днем, а вместе с ними и волнение о том, как это повлияет на их жизнь. Строительство самого большого парка в мире стало не только проектом, но и символом надежды на лучшее будущее. Проект парка быстро завоевывал популярность среди жителей. В первую очередь организаторы решили провести серию общественных слушаний, чтобы учесть мнение горожан. На встречах люди делились своими идеями о том, чего они хотят видеть в новом парке. Сотни предложений были собраны, включая детские площадки, спортивные зоны и места для пикников. Это помогло создать общее видение, объединяющее разные группы населения. Параллельно с обсуждениями архитекторы начали разрабатывать концептуальные эскизы. Они учли географические особенности местности, включая существующие водоемы и природные ландшафты. В результате был представлен проект, включающий несколько тематических зон: ботанический сад, спортивные площадки, искусственные озера с водопадами и даже амфитеатр на открытом воздухе для культурных мероприятий. Каждый элемент дизайна был тщательно продуман, чтобы обеспечить максимальное взаимодействие с природой. Важным аспектом стало создание экосистемы, благоприятной для местной флоры и фауны. Экологи активно сотрудничали с проектировщиками, чтобы определить, какие растения и животные могут обитать в парке. Планировалось высадить 10 тысяч деревьев, которые не только укроют от зноя, но и улучшат качество воздуха. Для этого были выбраны местные виды, устойчивые к климатическим условиям региона. С началом строительных работ возникли и неожиданные трудности. На месте обнаружили старые коммуникации и заброшенные подземные сооружения, которые не были учтены в первоначальных планах. Это требовало дополнительных временных затрат и ресурсов. Рабочие расчищали территорию, используя специализированное оборудование. Несмотря на возникшие сложности, темпы работы не снижались. В это время местные власти продолжали привлекать финансирование. Они организовали благотворительные мероприятия, где жители могли сделать пожертвования на строительство парка.
В ответ на активное участие граждан бизнесмены начали открывать свои карманы, понимая, что успех проекта повлияет на их имидж и на развитие региона в целом. Важной вехой стало подписание соглашения о партнерстве с одним из крупнейших экологических фондов. Это дало возможность не только привлечь дополнительные инвестиции, но и внедрить современные технологии в проект. Фонд согласился обеспечить парку сертификацию зеленого стандарта, что сделает его одним из самых экологически чистых в мире. Каждый этап реализации проекта привлекал внимание СМИ. Журналисты регулярно публиковали новости о ходе работ, что способствовало повышению интереса к парку. Люди обсуждали его будущее в социальных сетях, делая предположения о том, какие события будут проходить там после открытия. Это создало атмосферу ожидания, и местные жители с нетерпением ждали, когда же их мечта станет реальностью. Итак, когда большой парк уже на подходе, а мы готовим для вас еще больше захватывающих историй, не забудьте подписаться на наш канал. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите наш проект через донат, ссылка в описании или QR-код на экране. В конце концов, кто бы отказался от веселого времяпрепровождения в парке, если он будет создан с вашей помощью? Выбор места для строительства парка оказался сложным процессом. Местные власти провели тщательный анализ нескольких потенциальных участков, каждый из которых имел свои плюсы и минусы. На самом деле, среди рассматриваемых вариантов были как заброшенные промышленные территории, так и пустующие земельные участки в жилых районах. Однако основной акцент ставился на возможность создания экологически чистого пространства, которое могло бы служить местом отдыха для всех жителей города. Одним из первых объектов для анализа стал участок в центре города. Однако его высокая стоимость и застройка существующими зданиями сделали этот вариант неприменимым. Следующим на очереди оказался участок рядом с рекой, но его планировалось использовать для строительства новых жилых комплексов. В результате власти обратили внимание на заброшенную промышленную зону на окраине города, которая была забыта и оставлена на произвол судьбы. Эта территория представляла собой более чем 300 акров заброшенных заводов и складов, которые долгое время не использовались. Несмотря на наличие загрязнений и разруши, этот участок имел одно главное преимущество – огромный потенциал для превращения в зеленую зону. В начале 2020 года была организована исследовательская группа, которая начала оценивать экологическую ситуацию на этой территории. Команда экологов провела анализ почвы и воды, а также изучила местные экосистемы. Результаты показали, что, несмотря на загрязнение, территория все еще сохраняла следы прежней флоры и фауны. Это открытие вдохновило проектировщиков на дальнейшие шаги. Они начали разрабатывать план по восстановлению экосистемы, который включал в себя очистку почвы и внедрение местных видов растений. В конце той же весны, после успешного завершения экологической экспертизы, власти официально объявили о выборе заброшенной территории для строительства парка. Это решение стало поворотным моментом, поскольку оно не только дало новой жизни заброшенной зоне, но и решило проблему загрязнения окружающей среды. Местные жители поддержали это решение, осознавая, что новый парк предоставит им возможность отдыха и досуга. С началом работ по очистке территории возникли новые вызовы. Рабочие столкнулись с множеством препятствий, включая старые строительные конструкции и подземные коммуникации, которые не были указаны в официальных документах. Потребовалось много усилий, чтобы убрать старый мусор и произвести необходимые расчистки. В процессе работ также были обнаружены исторические артефакты, которые привлекли внимание археологов, добавляя еще одну грань к проекту. Все эти события только усиливали интерес к парку и привлекали внимание СМИ. Местные жители активно обсуждали изменения на своих улицах, а власти организовали открытые встречи, чтобы держать общественность в курсе. Все это создавало атмосферу ожидания и надежды на то, что заброшенная территория вскоре превратится в прекрасное место для отдыха и общения. С началом работ по очистке территории возникли серьезные финансовые проблемы. Первоначальная смета проекта, составленная в 2020 году, была недостаточной для покрытия всех расходов. Вскоре выяснилось, что очистка загрязненной почвы и демонтаж старых конструкций потребуют значительно больше средств, чем ожидалось. Необходимость в дополнительных финансах поставила проект под угрозу, и местные власти оказались в сложной ситуации.
На экстренном собрании городского совета обсуждались возможные пути решения проблемы. Одним из предложений стало увеличение налога на недвижимость в округе, однако это вызвало негативную реакцию у жителей. Многие выступили против повышения налогов, опасаясь, что это ухудшит их финансовое положение. Оппозиция начала организовывать митинги, требуя от властей объяснить, почему проект оказался в финансовом кризисе. Громкие лозунги и пикеты только усугубили напряжение. В это время некоторые бизнесмены, изначально заинтересованные в проекте, начали отказываться от своих обещаний о финансировании. Они ссылались на неопределенность и возможные риски, связанные с экологической очисткой территории. Лишь немногие из них остались верными своему слову, что ставило под удар всю инициативу. В ответ на это власти приняли решение организовать благотворительный марафон, чтобы привлечь средства от жителей и бизнеса. Параллельно с подготовкой к марафону появился неожиданный союзник. Один из крупных экологических фондов выразил желание поддержать проект, но потребовал от властей четкого плана действий. Фонд предложил провести аудит бюджета и пересмотреть смету проекта. Это требование вызвало бурное обсуждение среди членов городского совета. Некоторые считали, что такой аудит лишь замедлит процесс, в то время как другие утверждали, что это необходимо для прозрачности. Тем временем, в результате активной работы волонтеров на площадке начали происходить положительные изменения. Участие местных жителей в очистке территории дало возможность не только уменьшить затраты, но и повысить уровень общественного интереса к проекту. Каждый выходной на площадку приходили семьи с детьми, которые очищали территорию и высаживали первые деревья. Это создало атмосферу единства среди горожан, которые начали осознавать, что они могут сделать значительный вклад в будущее своего города. Важным моментом стал день благотворительного марафона. Несмотря на первоначальные сомнения, мероприятие собрало тысячи людей. На улицах города царила атмосфера единства и надежды. Жители готовили угощения, проводили мастер-классы и спортивные соревнования. В итоге марафон собрал достаточную сумму для покрытия текущих нужд проекта. Однако, несмотря на успех, финансовая ситуация оставалась напряженной, и вопрос о дальнейшем финансировании парка оставался открытым. Ситуация усугублялась отсутствием ясного плана действий. Несмотря на все усилия, у властей не было четкого понимания, как привлечь дополнительные средства. Жители задавались вопросом, сможет ли парк, который стал символом их надежд, быть завершен. Каждый день ожидания усиливал напряжение, и все понимали, что необходимо как можно скорее найти решение. Несмотря на успех благотворительного марафона, напряжение вокруг проекта продолжало нарастать. Проектирование парка стало настоящим испытанием для архитекторов и дизайнеров. Каждое новое решение вызывало споры среди членов команды. Важно было учесть мнение жителей, которые активно участвовали в обсуждении и высказывали свои идеи. Некоторые из них предлагали добавить больше спортивных площадок, в то время как другие настаивали на создании спокойных зон для отдыха и медитации. В это время архитекторы столкнулись с еще одной проблемой. Оказалось, что проект, изначально задуман для создания идеального парка, не учитывает сложные географические особенности местности. Рельеф территории оказался более сложным, чем ожидалось. Это стало причиной задержек в проектировании. Архитекторы должны были пересмотреть свои планы, чтобы учесть изменения высот и уклонов. Необходимость изменения дизайна привела к новым расходам, которые сильно увеличили бюджет. Обсуждения о дизайне затянулись. Члены команды начали дразнить друг друга, матерясь о несоответствии ожиданий и реальности. На одном из заседаний произошел конфликт, который чуть не привел к разрыву сотрудничества между ключевыми участниками проекта. В результате было решено провести независимую экспертизу, чтобы получить внешнюю оценку предложенного дизайна и найти компромиссные решения. Тем временем местные жители начали активно выражать недовольство. Они требовали более ясного видения о том, как именно будет выглядеть парк. На одной из встреч в городском совете выступила группа активистов, которая предложила создать альтернативный проект, который, по их мнению, лучше соответствует нуждам сообщества. Это вызвало волну обсуждений и привлекло внимание СМИ. Журналисты начали задавать вопросы о том, насколько предыдущий проект соответствует интересам населения. Одновременно с конфликтами в команде проектировщиков на площадке продолжались работы по очистке территории. Местные жители продолжали приходить, помогая убрать мусор и высаживать деревья. Это создавало положительный общественный резонанс, но не решало финансовые проблемы.
Люди заметили, что они меньше слышат о прогрессе в проекте и начали беспокоиться, что парк может так и не появиться. Вскоре стало известно, что один из крупных спонсоров, который ранее поддерживал проект, решил отозвать свои инвестиции из-за затягивания сроков. Это известие стало настоящим ударом для всего проекта. Власти вынуждены были собраться на экстренное заседание, чтобы обсудить дальнейшие действия. Городскому совету предстояло принять решение: продолжать ли борьбу за финансирование или признать, что проект утопает в бюрократии и разногласиях. На фоне всего этого местные жители начали организовывать свою инициативу. Активисты собрали подписи под петицией, призывающей к открытым выборам среди сообщества. Они мечтали о возможности высказать свои идеи и предложения непосредственно архитекторам, которые занимаются проектированием парка. Это движение получило широкую поддержку и стало символом борьбы за будущее нового пространства. Напряжение достигло предела, и неясность вокруг завершения проекта только усиливала общественные волнения. Несмотря на все сложности, строительные работы по созданию самого большого парка в мире наконец-то начались. На площадке было установлено знаковое объявление о начале работ, и это событие привлекло внимание местных жителей и журналистов. Сначала все выглядело многообещающе. Рабочие установили заборы вокруг территории, организовали стройплощадки и начали подготовку к основным строительным работам. Однако это положительное начало вскоре столкнулось с новыми проблемами. На этапе демонтажа старых конструкций были обнаружены неучтенные опасные материалы, такие как асбест, что вызвало необходимость в дополнительных мерах безопасности. Рабочие были вынуждены остановить работы и вызвать специалистов, чтобы провести безопасную утилизацию. Это, в свою очередь, вызвало очередные задержки и дополнительные расходы, что стало источником недовольства как у рабочих, так и у местных властей. Тем временем активность противников проекта только усилилась. Группа активистов, которая ранее собрала подписи под петицией, решила организовать протест на стройплощадке. Они требовали прозрачности в финансировании и более активного участия местных жителей в процессе проектирования. Протест привлек внимание СМИ, и журналисты начали снимать репортажи о том, что происходит на месте строительства. Это создало негативный имидж проекта и еще больше усугубило финансовые сложности. Власти, стремясь успокоить волнения, организовали открытые встречи с жителями. На одном из таких собраний местные жители высказывали свои опасения по поводу загрязнения и недостатка информации о том, как будут решаться экологические проблемы. Они требовали более тщательного контроля за строительством, чтобы избежать возможного ущерба для окружающей среды. Это создавало давление на городские власти, которые и так уже находились под огнем критики. Руководство проекта пыталось наладить диалог с активистами, но вскоре столкнулось с новыми вызовами. На стройплощадке произошел инцидент. Один из рабочих получил травму из-за недостатка безопасности. Это событие стало темой обсуждения в местных новостях и еще больше подорвало доверие к проекту. Общественность начала задаваться вопросом, могут ли власти гарантировать безопасность работников и жителей, живущих рядом с парком. Сложившаяся ситуация поставила под угрозу дальнейшие работы. Внутри команды проектировщиков начались разногласия. Одни считали, что необходимо остановить работы и пересмотреть подходы к проекту, другие настаивали на том, что надо продолжать, чтобы не потерять поддержку спонсоров. Эмоции накалялись, и конфликт внутри команды лишь усугублял ситуацию. В это время местные жители, разочарованные происходящим, начали объединяться, чтобы создать альтернативную инициативу. Они запустили краудфандинговую кампанию, надеясь собрать средства на свой проект парка, который будет учитывать все их пожелания и потребности. Это движение получило широкую поддержку и стало символом борьбы за справедливость и право на участие в судьбе своего города. Ситуация накаливалась, и все понимали, что необходимо срочно найти решение. Конфликт между различными группами только усугублял неопределенность, и будущее парка оставалось под большим вопросом. Каждое новое событие лишь добавляло напряжения, и надежда на успех казалась все более призрачной. С началом строительных работ стали поступать требования о внедрении экологических технологий в проект парка. Это предложение исходило от группы экозащитников, которые активно следили за ходом работ и выступали за более устойчивый подход к строительству. Они предложили использовать солнечные панели, системы сбора дождевой воды и экологически чистые материалы. Однако руководство проекта не спешило принимать эти идеи.
Они считали, что внедрение новых технологий потребует дополнительных затрат и задержит процесс. Тем не менее, давление со стороны активистов и растущее недовольство местных жителей заставили городские власти пересмотреть свое отношение к идее. Вскоре было принято решение провести переговоры с несколькими компаниями, специализирующимися на экологических технологиях, чтобы выяснить, как можно интегрировать их решения в проект без значительного увеличения бюджета. Прошло несколько недель, и в этот период на площадке начались новые работы. Рабочие продолжали очищать территорию, но общественное мнение оставалось на взводе. Лидеры протестных движений активно использовали социальные сети, чтобы привлечь внимание к проблемам в проекте. Это создало дополнительные трудности для властей, которые пытались сохранить контроль над ситуацией. В результате в городском совете решено было провести открытые обсуждения с местными жителями о возможностях внедрения экологических технологий. На одной из таких встреч обсуждение быстро переросло в спор. Местные жители, недовольные ситуацией, требовали, чтобы проектировщики предоставили четкий план внедрения технологий, которые помогут защитить окружающую среду. Некоторые выступали за полное пересмотрение проекта, в то время как другие предпочитали оставить его в текущем виде. Это разделение создавалось дополнительным напряжением внутри сообщества. В поисках компромисса власти организовали специальную комиссию, которая должна была изучить предложения по внедрению экологических решений. Однако время шло, а работы продолжались. На площадке начались споры между рабочими и менеджерами. Множество проблем с безопасностью и недостатком средств на внедрение новых технологий не способствовали хорошему рабочему климату. Рабочие начали высказывать свои опасения о том, что их здоровье может пострадать при отсутствии необходимых мер предосторожности. В результате один из рабочих решился на крайний шаг. Он вышел на забастовку, требуя улучшения условий труда и внедрения безопасных технологий. Это действие быстро привлекло внимание общественности и поставило власть в трудное положение. Бастующие рабочие стали символом борьбы за права трудящихся и безопасность. Не дождавшись реакции от властей, активисты начали собирать средства для поддержки бастующих, что добавило новую волну общественного недовольства. К этому времени конфликт достиг своего пика. Местные жители все более активно обсуждали возможность создания альтернативного проекта парка, который учитывал бы их требования. Вместо того, чтобы поддерживать текущий проект, они начали собирать подписи под петицией, призывая к полной остановке работ до тех пор, пока не будут учтены все экологические аспекты. Ожидание разрешения конфликта становилось невыносимым. Местные жители, рабочие и экозащитники, объединенные общей целью, начали формировать новое движение, которое могло бы изменить ход событий. Вся эта активность создавала напряжение и неуверенность в том, сможет ли проект стать реальностью. Каждое новое событие привносило в историю новые повороты, и будущее парка оставалось под вопросом. Проект парка оказался на грани срыва. Конфликт между рабочими, местными жителями и властями достиг своего пика. На фоне постоянной напряженности представители городской администрации решили провести закрытую встречу с экозащитниками и активистами, чтобы найти компромиссное решение. На этой встрече в ходе обсуждения один из экологов представил идею создания уникальных зон отдыха, которые бы ставили акцент на гармонию с природой. Однако предложение встретило неоднозначную реакцию. На первой части заседания важно было обсудить, какие зоны можно создать. Экологи предложили разработать специальные экосистемы, которые позволят привлекать местную флору и фауну, создавая природные уголки. Это могло быть местом для пикников, площадками для занятий спортом и даже маленькими театрами под открытым небом. Но тут же встал вопрос о том, как это отразится на бюджетных расходах. Вскоре после этого заседания появились новые данные. На площадке было обнаружено множество редких растений, которые оказались под угрозой уничтожения. Это открытие стало настоящим шоком для всех. Теперь проектировщики столкнулись с необходимостью пересмотреть дизайн зон отдыха и внести изменения, чтобы защитить эти виды. Экологи настаивали на создании охранной зоны, где никакие строительные работы не будут проводиться. Это требование вызвало волну недовольства у городских властей, которые понимали, что это еще больше увеличит сроки и затраты.
Неожиданно для всех во время обсуждения один из активистов выдвинул идею о создании общественного совета, который сможет следить за ходом работы и принимать решения о дальнейших действиях. Это предложение было поддержано многими, и вскоре был создан комитет из представителей местного сообщества, рабочей силы и экологов. Такой шаг был встречен с одобрением, но также и с недоверием со стороны властей, которые не хотели терять контроль над проектом. Тем временем на площадке начались работы по созданию первых зон отдыха. Рабочие, мотивированные новым духом сотрудничества, старались сделать все возможное, чтобы успеть к намеченному сроку. Проектировщики начали предлагать решения, которые учитывали бы как экологические требования, так и потребности местных жителей. Однако, когда рабочие начали очищать территорию для создания новых зон, произошел инцидент. Во время земляных работ один из рабочих случайно открыл доступ к старым подземным коммуникациям, которые были забыты. Это открытие привлекло внимание всей команды, и вскоре выяснилось, что под землей находятся неучтенные трубы, которые могут стать причиной серьезных проблем. Эта находка снова поставила проект под угрозу, поскольку требовалось оценить, как это повлияет на уже намеченные зоны отдыха. Ситуация накаливалась, и каждый новый день приносил новые трудности. Несмотря на это, общественный совет продолжал работать, настаивая на том, чтобы все решения принимались открыто. Рабочие, жители и экологи начали чувствовать себя частью чего-то большего. Вся эта активность создала атмосферу надежды, но также и острого напряжения. Будущее парка оставалось под вопросом, и каждый шаг приближал к кульминационному моменту, когда все стороны должны были прийти к окончательному решению. Наконец, после множества препятствий настал день открытия парка. Местные жители, работники и активисты собрались на площадке, полные ожиданий. Стройка завершилась, и парк стал символом борьбы и единства. Тем не менее, последние недели перед открытием были полны сложностей. В дни, предшествовавшие открытию, команда проектировщиков и рабочих столкнулась с непрогнозируемыми проблемами. Во время финальной проверки территории экологи обнаружили, что несколько зон отдыха не были достаточно подготовлены. В частности, некоторые участки могли негативно повлиять на местные экосистемы, что вызвало споры о целесообразности открытия парка. Члены общественного совета разделились на два лагеря. Одна группа настаивала на том, чтобы отложить открытие и устранить все недостатки, тогда как другая, включая представителей местных властей, считала, что нужно открыть парк, чтобы сохранить интерес общественности. Эти разногласия создавали напряжение, и каждый новый день приближал к важному решению. В день открытия у входа в парк собралась толпа. Жители держали плакаты с призывами беречь природу и уважать экологические нормы. Активисты выражали недовольство, в то время как другие радовались открытию. Обстановка была насыщенной эмоциями. Когда двери парка открылись, толпа отреагировала громкими криками. Первым, что увидели посетители, стали зеленые лужайки, цветущие деревья и зоны отдыха, оформленные с заботой о природе. Однако вскоре внимание людей привлекли нестандартные элементы пейзажа, которые не соответствовали первоначальным проектам. Это вызвало смятение среди многих. В течение нескольких часов после открытия в парке начались экскурсии, проводимые местными жителями и волонтерами. Они делились впечатлениями и рассказывали о процессе создания парка. Однако среди положительных отзывов начали появляться недовольные голоса. Некоторые посетители обсуждали недостатки: плохо подготовленные зоны для отдыха и отсутствие удобств. Когда один из членов общественного совета взял микрофон для речи о значении парка, его слова были прерваны криками недовольных, требующих улучшений и учета их мнений. Это стало кульминационным моментом. Парк оказался на грани конфликта. Разделение мнений стало очевидным, и напряжение ощущалось в воздухе. Открытие, которое должно было стать праздником, обернулось началом новых противоречий. Присутствующие осознали, что впереди их ждет путь, полный препятствий и открытий. После открытия парка напряжение постепенно стало утихать. Местные жители, изначально разделенные мнениями, начали осознавать важность нового пространства для своего сообщества. Первые недели после открытия показали, что парк стал не просто местом для отдыха, но и центром общественной жизни. Экскурсии, спортивные мероприятия и культурные акции привлекли множество людей. С каждым днем все больше горожан приходили в парк, чтобы наслаждаться природой и общаться друг с другом.
В первый месяц после открытия в парке прошло более 7 десятков мероприятий, включая художественные выставки, занятия йогой и волонтерские акции по благоустройству. Это привело к новому уровню взаимодействия в сообществе. Люди начали оказывать поддержку друг другу, организовывая совместные мероприятия и обсуждая дальнейшее развитие парка. Общественный совет, который был создан во время споров, фактически стал платформой для обмена идеями и заботы о будущем пространства. Тем не менее, проблемы, выявленные во время открытия, остались актуальными. На протяжении первых месяцев жители продолжали поднимать вопросы о недостатках в инфраструктуре и необходимости улучшений. Некоторые зоны отдыха действительно не соответствовали первоначальным ожиданиям. В ответ на это общественный совет организовал встречи, на которых горожане могли высказывать свои мнения и предложения. Это способствовало более открытой коммуникации между властями и населением. С каждым месяцем парк становился все более популярным. Благодаря активному участию местных жителей и постоянному диалогу с властями удалось добиться значительных улучшений. Были установлены дополнительные скамейки, детские площадки и освещение. Каждый раз, когда жители приходили в парк, они видели, что их мнения учитываются, а изменения воплощаются в жизнь. К концу первого года работы парка стало очевидно, что он изменил облик района. Уровень экологии улучшился, поскольку увеличилось количество зеленых насаждений и появилась новая экосистема, привлекающая разнообразные виды птиц и животных. Парк стал местом притяжения не только для жителей, но и для туристов. Многие начали приезжать из других городов, чтобы увидеть уникальные зоны и насладиться природой. Эта трансформация привела к значительному увеличению местных бизнесов. Как вы думаете, что еще можно сделать для благоустройства нашего парка? Если вам нравится наше творчество и вы хотите видеть больше подобных проектов, не забудьте подписаться на канал. А если у вас есть немного свободных средств, поддержите нас через донат, ссылка в описании или QR-код на экране. Давайте вместе сделаем мир лучше. Кафе и магазины, расположенные рядом с парком, начали получать больше клиентов. Это способствовало экономическому развитию района и созданию новых рабочих мест. Сообщество стало более сплоченным, и люди начали гордиться своим парком. Таким образом, несмотря на все трудности и конфликты, парк стал символом возрождения и единства. Он изменил не только физический ландшафт, но и дух местных жителей, объединяя их вокруг идей устойчивого развития и заботы о природе. Парк напоминал всем о том, что даже самые сложные начинания могут привести к положительным результатам, если люди объединяются ради общей цели. Этот опыт оставил след в сердцах горожан и показал, что совместными усилиями можно достигать любых высот.